Просто максимально долго мариновали для того, чтобы все зрители, которые пришли на Грэмми ради BTS, а их было на 100% большинство, чтобы все эти зрители ждали. Показали видеопрофайл Билли Айлиш, после чего просто взяли и в стык почти сделали BTS. Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. Да, друзья, сегодня мы смотрим в прямом эфире выступление BTS на Грэмми. Мы ждем это выступление, смотрим весь прямой эфир, не знаем пока, когда оно будет, но, в общем, вы увидите это вместе с нами, нашу реакцию. Так, мы смотрим. Звук. Друзья, мы это ждали. Мы так долго ждали, мы офигели часа, ждать. Да. Все, погнали, пацаны. Отличная подача, уверенная, все как всегда. Да. Никакого волнения не видно, по крайней мере. Пока, судя по локациям, видно, что это вроде как та же сцена, где выступали все остальные артисты до этого. Но на самом деле такие же декорации построить и не проблема. Не факт, что они прям в Лос-Анджелесе все-таки. Шуга-то пляшет. Естественно. Ёлки-палки, наконец-то. Такое событие, конечно. Максимально лаконичный стиль у ребят в одежде. Стильно такого ничего броского нету. Очень приятно посмотреть, такие аккуратные во всем. Все, давай. Вот ему, кстати, очень идет такой цвет костюма. Да, кстати. Отлично. Вот мы видим сзади статуэтки Грэмми. Кстати, еще пока неизвестно до сих пор, получили они или нет эту статуэтку. Мы еще ждем. О, Чингук вообще хорош просто. Да, и прическа отличная. Да. Отлично. Максимально круто, стильно выглядит. Яркие цвета, оранжевые мне нравятся. Вы не представляете, Так. как долго мы это ждали. Вышли куда-то. Да, это уже за кулисье пошло. За кулисье. Так, ребята сейчас нас что-то проводят будет. по всем, короче. Они идут на крышу. Оу. Наверняка будут какие-то фейерверки. Я думаю, что это будет, наверное, фиолетовый, естественно, цвет. Хотелось бы этого. О, все пошло максимально эпично. О, как мы долго ждали. И их объявили просто вообще неожиданно. Никакой подводки не было. Работают видим. по кругу, да, во все стороны сразу. Лого BTS мы видим там было. Где, на полу? Да. Ну давайте фейерверк. Мы хотим фиолетовый фейерверк. Так, это что, было все? Мы очень долго ждали. 4 часа мы ждали. Мы находимся в Красноярске. Мы встали в 6 утра. Да, для тех, у кого московское время, это вообще неведомая какая-то Мы там цифра. встали очень рано, готовились, нарядились, сидели вот здесь, вот смотрели 4 часа. Очень скучно нам было, потому что вот кроме Doja Cat я вообще не поняла, на что смотреть, если честно. Да, мало было хороших выступлений. Ну, там чуть-чуть у кого-то где-то было что-то интересное, вот. Но в основном было очень скучно. Да, вот сейчас в данный момент идет дальше награждение, я краем глаза смотрю. Но я, насколько помню, раньше на Грэмми выступления были как-то пошире, помасштабнее, были коллаборации различные. Были перформансы. Как я сейчас поняла, рейтинг у Грэмми вот прямо сейчас он упал, потому что BTS выступили только вот с Dynamite. Все дождались, я думаю, все дождались. Вот в данный момент, я думаю, все уже выключили, потому что им дали исполнить вот только один трек, даже нам их не показали, вот буквально, ну не знаю, но показали бы хотя бы еще немножко, да. Вот, поэтому не могу сказать, что я... удивлена, мы ожидали, что так может быть, мы были к этому морально готовы, просто мы очень долго ждали, и нам показали совсем мало.
Вот. Но что касается самого выступления, уверенно, стильно, красиво. Мне очень сильно, как говорится, гора с плеч упала, что Шуга танцует. Вот, очень сильно это понравилось. Вот, выбор костюма, причесок, стиль, все отлично. Ну, наверное, продолжишь, да? Если что-то вспомню еще. Просто максимально долго мариновали для того, чтобы все зрители, которые пришли на Грэмми ради BTS, а их было на 100% большинство, чтобы все эти зрители ждали, нам анонсировали, что вот будут BTS, и каждый раз просто это откладывалось, и в итоге просто никакой подводки, никакого видеопрофайла, как к другим артистам было. Показали видеопрофайл Билли Айлиш, после чего просто взяли и встык почти сделали BTS. Но это, мне кажется, такое какое-то неуважение, что ли, да, к творчеству. И мне кажется, что ребятам не дали показать действительно то, что они хотели. Потому что я уверен, что ради Грэмми, ради такого события они хотели показать нечто гораздо большее, чем просто стандартное выступление с Dynamite, которое они показывали, ну, уже где? Везде. На всех даже американских телешоу они это показывали, и я уверен, что у них было бы заготовлено гораздо больше. Я уж не говорю о каких-то там, скажем так, мэшапах, о каких-то там замиксовках с другими треками, да, потому что ребята первый раз представляют себя на Грэмми, и им вот дали показать только вот этот маленький кусочек, и даже дэнс-брейка не было в Dynamite, хотя наверняка все это было в планах, мы в ребятах не сомневаемся, мы сомневаемся в продюсерах Грэмми, да, вот. Ну, это понятно, что площадка это другая, да, то есть это западная площадка, которую лоббируют определенные структуры. Это нормально, это всегда так было, то есть попасть туда это уже огромный успех, вот. Но я думаю, рейтинг скажет сам за себя, потому что, ну, понятно, да. На протяжении всего Грэмми то есть их вообще не мелькало нигде, не показано было ни одной фотографии. Постоянно говорили про Билли Айлиш, постоянно про Доджа Кет, то есть это несколько раз повторялось, наши вот ведущие, ну это отдельный вообще разговор, то есть они вообще не понимают, что происходит. Вот, ну как бы ладно, это тоже ерунда, все. Да, мне кажется, до наших ведущих, вот как бы, которые 100 лет уже, да, у нас в индустрии, до них дойдет, ну как сказать, дойдет все великолепие, когда поезд уже уйдет, вот тогда, потому что наша вот эта закостенелая структура, она вот одну телегу тянет, которая 100 лет вот уже едет, вот они на этой телеге до сих пор и едет. Пора проснуться, да, пора уже понять, что происходит, потому что если вы работаете в музыкальной индустрии, вы должны разбираться в ней. Да. Вот. А если вы не разбираетесь, вы помолчите хотя бы. Да, и самое лучшее, что в данной ситуации мы можем сделать, да, когда слышим вот эти вот шутки про 15-летних девочек, мы можем просто проигнорировать, проявить выдержку и спокойствие. Ну, мне кажется, так будет правильно. Да, друзья, это такие вот первые впечатления сразу после просмотра. Естественно, мы еще до сих пор не знаем, победили BTS в номинации или не победили. Мы будем этого ждать и, соответственно, потом об этом скажем. Итак, друзья, вот мы только что посмотрели уже всю трансляцию, и почему-то в лайве не было именно награждения той номинации, где были представлены BTS. Мы сошли в интернет и узнали, что награду, к сожалению, занял кто-то другой, ну, другой исполнитель, в общем. Это странно, это глупо, мы расстроены этим фактом. Да но ладно, и мы не расстроены, нам пофигу. Как бы, что есть, то есть. Странно вообще то, что это не было в лайве. Скорее всего, это связано с рейтингом, да, который реально держали ARMY на высоком уровне. Если бы показали в прямой трансляции награждение и выяснилось, что BTS не победили, я думаю, многие бы просто выключили эту трансляцию. А им надо было додержать до максимума, поэтому они поставили BTS как раз под закрытие церемоний выступления, что тоже важно. Для меня еще непонятно, почему они не были представлены в других номинациях, хотя номинаций для трека Dynamite, который разорвал просто все и вся, было предостаточно. Та же песня года, запись года, но имеем, что имеем. Все-таки надеемся, что BTS не сильно расстроится этим фактом, потому что... Да им тоже должно быть все равно, всем должно быть все равно, потому что все знают, кто они на самом деле. Просто в мире существуют какие-то устоявшиеся вещи, которые до сих пор по инерции идут, по инерции двигаются, побеждают все одни и те же. И нам должно быть пофигу, друзья. Да. Всем должно быть все равно, и мы должны быть к этому равнодушны. Самое главное, что у нас есть то, что есть. Да, мы знаем, какой уровень их таланта, да. Тем более, что, допустим, тот же Dynamite, это далеко не самая их крутая композиция, мы знаем треки еще круче, да, и как бы...
Поэтому сомневаться в их таланте и в их мастерстве вообще не приходится. Мы знаем, что они достойны гораздо большего. Но тем не менее, не будем умалять того, что все-таки они были здесь представлены. Да. И это первые вообще кей-поп-артисты, которые были представлены на официальной вот этой большой церемонии Грэмми. Поэтому все-таки это все равно большое достижение. И всех мы с этим поздравляем. Да, у них там такой между собойчик, и попасть туда, это уже дофига делов. Это очень важно, очень значимо, поэтому мы всех поздравляем. Да, друзья, что ж, мы с вами увидимся в новых видео. Обязательно пишите комментарии, как вам вообще эта церемония, это выступление, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Не забудьте подписаться, нажать лайк. А мы прощаемся с вами. Это был канал Елена Рэй. Увидимся в новых видео. Всем пока. Пока.